Ребят, приветствую вас на канале Instapapa Cooking. Сегодня я и бренд-шеф в студии Вкус и Улов Денис Марачковский, а также, вы не поверите, Александр. Это человек, который является топовым блогером, именно фуд-блогером у нас в Томске. Ну, в нашем, так сказать, провинциальном городке, но готовит он просто божественно. Подпишитесь обязательно, ссылочка будет в описании. Здравствуйте. Спасибо, Тимур, за такие слова. Очень приятно. Я правду сказал. Денис, что сегодня будем готовить? Ну, я предлагаю как раз поменьше говорить и начать готовить. Так. А готовить будем вкусное, интересное блюдо. Приготовим лапшу с цыпленками и овощами, с паназиатским соусом, который мы вот недавно готовили. А ссылочку на то видео вы увидите где-нибудь здесь или вот здесь. Погнали. Так, нам потребуется нарезать овощи на брусочки, то есть я предлагаю нарезать кабачок, перец. Тимур, коли рядом с тобой мясо, давай цыпленку начнем. Здесь на самом деле цыпленок не обязательно брать сырой, то есть мы взяли его уже предварительно обжаренный на гриле. Можно взять копченый, можно взять отварной, но отварной будет не так вкусно, поэтому предлагаю жареный на гриле. Да жареное всегда вкуснее, Денис. Чего ж ты это на самом деле? Цыпленок без разницы, как будет порезан, кубиками или соломкой. Ну, я как скажу, он вкусно. Надо его порезать вкусно. Значит, будем резать вкусно и есть будем еще вкуснее. Давайте, у меня сразу же вопрос, по ходу, пока мы тут нарезкой занимаемся, все-таки к гостю нашего, так сказать, кулинарного шоу. Как ты пришел к этому ко всему? Как вот тебя осенило, что надо готовить, причем так, как ты готовишь, так, как ты это все показываешь? Что тебя к этому сподвигло, честно? Меня сподвигло готовить на камеру, прежде всего. Это очень часто смотрел всяких разных фудблогеров, фуд-шоу с самого детства, начиная даже с того самого легендарного смака. Один раз, год назад, сделал красивый розбис, мы сфотографировали его и выложили. И получил громадный отклик от своих друзей. Меня зарядили энергией и сказали: а давай-ка ты будешь готовить на камеру. Нам всем понравилось. Одним словом, после розбифа затянуло. Поэтому, да, просто затянуло. Поэтому ешьте розбив. И розбив был стартом моей карьеры, так сказать, Фудблогера, да? фудблогера. Так, у нас Давай эти части срежем. убираем, да? Да, Вот полудоножки, да. Стандартные. Да, убираем, но куда-то, я не знаю. Предлагаю нарубить красный лук, помидоры. Полукольцами пойдем? Да. Пока мы нарезаем овощи, получается, включаю сковываю, нагреваю. То есть сейчас сделаем следующим образом. Начнем мы непосредственно с лука. Его обжарим с добавлением сахара. Для чего добавляем сахар? Чтобы лук был вкуснее, карамелизованный. Ну и, соответственно, он не будет горчить. Так, лук готов. Предлагаю помидорку еще дорезать, как бы, и в целом, как говорят французы, хоть блюдо и тайское, мизан-класс мы подготовили, как бы, непосредственно площадку, с которой можно уже начинать готовить. Ну, началось он. Опять эти слова, которые я не могу выговорить. Ну ладно. Мизан-класс, Стандартно, с пластинками. Да. Наливаем немного масла. Почему немного? Основная ошибка блюд, которые готовят на воке или на сковороде азиатских, добавляют много масла. На самом деле много не надо. Мы добавили немножко масла, в процессе мы будем добавлять воду. Зачем? А если добавлять масло, нам кажется, будто его не хватает, потому что овощи будут в себя впитывать. Есть такая особенность. Впитывает. Подали на тарелку, все обратно отдали, и у тебя, получается, все блюдо плавает в масле. Она, а вот этого я не знал. Лайфхак. Лайфхак от шефа. Да, друзья мои, я вам скажу так. Пацаны готовят гораздо вкуснее. Не в обиду девушкам, ни в коем случае. Почему? Потому что готовим мы гораздо реже. Мы не экономим продукты от слова вообще. Поэтому у нас получается вкусно и нажористо. Мне, кстати, много А еще спрашивают. такой лайфхак, если девушкам с этим согласиться, они будут меньше дома готовить. Слушай, вот ты, кстати, в тему сказал, я начал говорить. У меня многие спрашивают: а у тебя жена вообще готовит? Вообще готовит. Но я это не показываю. А я всегда всем говорю, что у меня жена не готовит. Да? Да. А вообще готовит? Ну, Пыталась, честно. Пыталась. Пытался? Ну, То есть ты если главный говорить, на кухне? да. Так, Денис, давай я тебе передам. А почему именно красный и белый? Вот открой мне секунду. Мне на самом деле интересное сочетание, потому что два лука, один лук белый, он более горчай, красный, он более слаще. Так. По-другому кто-то называет его крымский лук. Ну да. То есть, много разных названий. Ну да, про крымский лук я слышал. Там они впаривают его за бешеные бабки туристам. С луком я, конечно, маленько. Нет, здесь почему особенность, мы чуть-чуть не дожариваем. Здесь практически альденте, но маленько передержано. Для чего? Если это все в кашу, это будет невкусно. Овощи должны быть плотные. Угу. Вот видите, он прижарился, появляется непосредственно золотистый цвет. Это за счет сахара. Внутри он еще чуть-чуть сыроват. И на этом этапе как раз можно добавлять
морковь, кабачок и перец. Кабачок, перец. Так, процесс пошел. Коль, у нас сегодня получается цыпленок уже обжаренный, через 2 минутки мы его добавим сюда. Понял. Вот он сырой, нам надо было время тратить на отдельный его жар. Нет, смысла нет. Все-таки цыпленок, когда уже готовый, это гораздо приятней. И я думаю, что по вкусу он будет гораздо Не, интереснее. еще когда его обжарил на гриле, тем более лучше. Да, на гриле, не то слово, ты че. Но не у всех дома есть гриль, можно на сковороде бахать. И получится цыпленок-то пока. Так его можно и так съесть потом, без лапши. Чуть-чуть пересолим, либо с вечера остался. Во, вот это наша тема. Не доел. Не доел. А на следующий день же надо его как-то взбодрить. Так, добавляем цыпленка. Так. Давай. О, нажористо будет, вижу прямо отсюда. А вот это вот моя любимая фишка. Вы знаете, как я долго тренировался, сколько я лука дома по кухне раскидал. Это тихий ужас. Но шеф-повара, вот, с которым я готовил, советуют мне, советуют то горох подкидывать, то гречку. Горох и гречка тоже до хрена по кухне. Я с яблока начал. А, яблоко подкидывал? Да. Яблоко проще собирать. Ну да. А еще знаешь, когда получится один раз, думаешь, классно получил, второй раз как киданул, оно у тебя улетело в сторону. Добавляем лапшу. На самом деле здесь можно взять китайскую лапшу, можно взять удон. А можно на самом деле, когда на случае я не заморачивался, я просто купил хорошие спагетти, чуть-чуть их не говорил. Принцип будет тот же самый тогда. То есть не принципиально. Я скажу, 50% выведения Томска. Они берут обычные спагетти, и большинство даже не догадывается, что это обычные спагетти. Лапша что такое? Мука, вода. Я вот у Саши на аккаунте видел, насколько он заморачивается с продуктами. Ну, это реально, это искусство. Поэтому, ребят, обязательно подпишитесь, зайдите, посмотрите. Вот тема. Ну, а Денис пока тут продолжает нас радовать, так сказать. Как это можно сделать дома? У меня просто крышки нет. Я еще раз, я просто выпрашиваю у тебя крышку. Да, будет крышка, обязательно. Можно прикрыть крышкой и все это дело протрясти, и, соответственно, у вас все останется в сковороде, как бы ничего страшного. Теперь можно добавить сюда томаты и кинскую капусту. Разрежем лайм, чуть-чуть добавим сока лимона. И начнем заправлять. У нас сегодня будут 2 основы для заправки. Это аройговская паста для том-ям. То есть здесь уже есть набор продуктов есть. Ее добавим совсем немного, потому что она достаточно яркая. Денис, половину лайма надо добавить. Соку сейчас пока половинку, другую оставим на подачу. И можно взять столовую ложку, ложки 3-4, добавить непосредственно. Минуту. Взяли столовую ложку. И вот особенность, про которую говорят, вроде бы... У тебя там есть столовая ложка, я стесняюсь спросить? У меня вилка. У меня тоже. Ну, так можно. У меня хороший говорят. О, вот это по-нашему. Все, процесс пошел. Охота добавить масло. То есть масла нет, кажется, что подгорит. Если даже не будет такой хорошей сковороды, то есть мы берем обычную, охота лить масло, но когда добавляем масло, при подаче оно все идет обратно. Поэтому рекомендую немножко воды. Вот я ждал этот момент, для меня это лайфхак. Если боитесь, что вы воды добавите много, как добавляют азиаты, они воду размешивают с крахмалом. Он загущевает и как раз текстуру вот этого плотного соуса за счет крахмала. Не стесняйтесь, пользуйтесь советами, приготовьте это у себя дома на кухне обязательно. И досмотрите до конца. А почему? А потому что мы это будем скоро вкусно есть, пробовать. Всем, кто ест, приятного аппетита, естественно. Не, ну после таких передач ты вот невольно берешь ложку, вилку, достаешь с холодильника чего-то того туда-сюда, садишься и начинаешь это все употреблять. Независимо от того, что у тебя есть холодильник, Да. лишь бы это съесть. Да. У меня такая, кстати, проблема постоянно. Я смотрю «Славного дружа», и я его смотрю на кухне, потому что, в другом месте смотреть его прям, кощунственно. А теперь представь, сколько материала я в день пролистываю, чтобы найти какой-нибудь интересный рецепт. Ну, если бы ты все Я время терплю. ел, ты бы был как я. Я терплю. Так, добавили немножко еще соуса. Все, вода уходит. То есть по консистенции у нас вполне Вот именно то, что нужно. отлично. За счет того, что в самой лапше есть
крахмал, то есть Да. непосредственно загуститель. Мы отключаем по консистенции овощи. Они с легким хрустом. Если не любите, жарьте до конца. Я рекомендую, надо небольшой хруст оставлять. Нет, ну если рекомендуешь, значит так и надо. Больше пользы от овощей останется. Плюс кинза. Мы сделаем с ней следующим образом. Так. Половину сразу добавим, другую половину при подаче. При подаче будем использовать кунжут, сок лайма и кинзу. Отлично. Не худший вариант. Если вдруг по соли недостаточно, всегда он должен стоять соевый соус. Он не знал, как будем пробовать, а я расскажу. Будем пробовать вкусно. Выдавливай, Варя. Ну реально вкусно получилось. А я такой уже с вилкой приготовился, стою. Не, давайте реально попробуем и расскажем наши вкусовые ощущения. Я вот так вот возьму. Вот так. А это вкусно. Шеф, что скажешь? А, шеф занят, шеф ест. Не, я почему добавил соуса. Соуса? Ну давай. Мешаем. То есть поэтому надо пробовать, кто хочет поярче, пострее, соус не жалейте. Это очень вкусно. Шикарное сочетание вкусов. Это реально вкусно. Ну, самое главное, кисло-остро и немного сладко. Кисло-остро-сладкий стандарт. Да. За золотой паназиатский стандарт 3 вкуса. Ребят, это реально вкусно. Огромное спасибо. Саш, тебе огромное тоже спасибо, что вылил лимон. Не пожадничал. Подписывайтесь, ставьте лайки, кто досмотрел до конца. Вообще молодец, от меня отдельный респект. Всем добра, готовьтесь с нами. Саш, Готовьте всегда. вот так. Пока.